В 2023 году в разных уголках нашей страны зафиксированы случаи заражения корью среди детей и взрослых. Первая вспышка этого высококонтагиозного заболевания произошла еще в январе в Новосибирской области. На данный момент информация о заболевших поступает из Саратовской, Волгоградской, Кемеровской областей, Башкирии и Санкт-Петербурга. Крайне тревожные новости приходят из Дагестана, где на сегодняшний день выявлено 104 заболевших, а власти Махачкалы вводят временный запрет на допуск в школы и детские сады детей, не привитых от кори. Как вы уже могли догадаться, сегодня наш разговор будет посвящен кори. Здравствуйте, мои хорошие! 5 лет назад мы уже поднимали тему кори, однако сегодня она, к большому сожалению, стала намного актуальнее. По этой причине давайте уделим данному заболеванию более пристальное внимание. Корь – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является РНК, содержащий вирус из семейства парамиксовирусов. Распространяется вирус кори воздушно-капельным путем и отличается крайне высокой степенью заразности. Контагиозный индекс 100%. Это значит, что из 10 человек, у которых нет иммунитета, при контакте с заболевшим заразятся все 10. Вирус кори может разноситься с потоком воздуха. К примеру, если на лестничной клетке живет человек, заболевший коревой инфекцией, соседи могут инфицироваться даже без прямого контакта. Зафиксированы случаи распространения вируса с током воздуха по вентиляционной системе здания. Во внешней среде вирус кори неустойчив. Инактивируется при высушивании, воздействии солнечного света, ультрафиолетового облучения и нагревании до 50 градусов по Цельсию. При комнатной температуре он способен сохраняться 1-2 дня. При охлаждении остается активным несколько недель. Инкубационный период кори длится в среднем от 7 до 17 дней, но бывают исключения, когда продолжительность периода увеличивается до 21 дня. Вирус проникает в организм человека через слизистые оболочки верхних дыхательных путей, где и происходит его первоначальное размножение. Начиная с 3-го дня инкубационного периода вирусные частицы начинают циркулировать в крови. В это время происходит их активное размножение и фиксация в разных тканях. Однако симптомы заболевания пока отсутствуют. Выделяется 2 основных периода развития инфекции. Начальный, когда появляются первые симптомы, и период экзантемы, высыпания на коже и слизистых. Начальная стадия заболевания кори длится 3-4 дня. Первые признаки очень похожи на обычные ОРВИ. Это недомогание, вялость, плаксивость, нарушение сна, повышенная температура тела выше 38,5 градусов, насморк, кашель. По мере развития заболевания усиливается, становится грубым, лающим. Осипший голос. В некоторых случаях возможен стеноз гортани. Конъюнктивит. Следующий этап – период экзантемы, высыпаний, которые появляются не только на коже, но и на слизистой оболочке мягкого неба и частично твердого неба на 14-й день с момента инфицирования. Их отличительный признак – поэтапное появление на теле сверху вниз. Экзантемы имеют небольшой размер 3-5 мм, розоватый оттенок и неправильную форму. Для них характерна тенденция к слиянию. Одновременно с сыпью на коже и слизистой оболочке щек появляются высыпания размером 1-2 мм с небольшими белыми элементами, окруженные узкой каемкой, пятна бельского филатового коплика. Этот симптом не встречается ни при каких других вирусных инфекциях и является одним из главных маркеров коревого заболевания. Через 3 дня после появления на лице сыпь бледнеет, затем шелушится. Высыпания при этом не имеют четких границ, неровные, сливающиеся между собой. Это период пигментации, длящийся около 1,5 недель. Его характерные признаки – ослабление симптомов интоксикации, тенденция к нормализации температуры тела, уменьшение или исчезновение насморка, кашля. В это время возможно развитие осложнений, что связано с выраженным подавлением вирусом кори функции иммунной системы и приводит к обострению хронических заболеваний или присоединению вторичной инфекции. Незаразным считается больной корью с 5-го дня от появления высыпаний. Опасен для здоровых людей пациент с последних 2 дней инкубационного периода, 8-й и 10-й день после контакта с вирусом кори, до 4-го дня наличия высыпаний на коже.
Больного необходимо изолировать сразу после обнаружения высыпаний. Лечат корь амбулаторно, госпитализируют больных только с тяжелым осложненным течением, либо по эпидемиологическим показаниям. В комнате, где находятся заболевшие, нужно регулярно проводить влажную уборку, хотя бы раз в 2 дня, с использованием дезинфицирующих средств. Обязательно систематическое проветривание помещения. Шторы или жалюзи следует держать закрытыми, так как у больных корью наблюдается светобоязнь, а яркий солнечный свет может спровоцировать головную боль и сильное недомогание. Постельный режим назначается на весь лихорадочный период. Достаточно эффективной терапии кори до настоящего времени не разработано. Лечение заключается в облегчении симптоматики и предупреждении осложнений. В качестве меры, снижающей токсикоз, рекомендуется обильное питье. В качестве патогенетической и симптоматической терапии назначают антигистаминные, жаропонижающие средства, витамины и адаптогены. В ранние сроки заболевания заметно улучшает течение прием интерферона. В случае угрозы возникновения вторичной инфекции назначают антибиотики широкого спектра действия. Неосложненно протекающая корь обычно заканчивается полным выздоровлением, косметических дефектов после высыпаний не остается. Диагностика кори основывается на определении уровня иммуноглобулинов класса М в крови, начиная с 5-7 дня болезни. Выявление иммуноглобулина М к вирусу кори указывает на острую инфекцию. Выявление иммуноглобулина G на перенесенную вследствие заболевания или вакцинации. Единственным способом избежать заражения корью является вакцинация, которая проводится в соответствии с национальным календарем прививок. Детям делают 2 прививки, в 12 месяцев проводят вакцинацию и в 6 лет ревакцинацию. Дважды должны быть привиты и люди до 55 лет, которые ранее не болели корью и не прививались. В этом случае вакцинация и ревакцинация проводятся с интервалом не менее 3 месяцев. Родители, которые отказываются делать прививки детям, подвергают их большой опасности. В случае отказа от вакцинации риск того, что болезнь может развиться и привести к тяжелым осложнениям, увеличивается многократно. Если говорить конкретно о вспышке кори в 2023 году, то она напрямую связана именно с тем, что в настоящий момент существует достаточно большая неиммунная прослойка людей, сознательно отказавшихся от вакцинации. В случае, если у вас или ваших близких возникло подозрение на развитие кори, следует незамедлительно обратиться к врачу. Это важно не только для скорейшей постановки диагноза и начала лечения, но и для своевременного принятия противоэпидемических мер в коллективе, который посещал заболевший. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, и ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!